Топ-5 планшетов к распродажам ноября. Самая крутая распродажа на AliExpress, самые низкие цены. И сегодня я вам представлю на любой бюджет, конечно же, ссылки на обзоры этих планшетов, потому что я делал обзоры этих планшетов, и ссылки на проверенных продавцов, а еще промокоды, если вы закупаетесь на aliexpress.com, лежат в описании под видео, на проверенных только, по самым классным ценам. Короче, залетаем на канал Технозон и, конечно же, подписываемся, нажимаем колокольчик. Поехали. Если вы думаете, что мы сразу начнем, не-не-не, мы на главной страничке моего канала, и здесь у нас есть розыгрыш для жителей Украины, розыгрыш крутого ценного телевизора, еще кучу подарков, конечно же в описании под видео есть условия. А мы начинаем с последнего места. Да, на пятом месте у нас Blackview. Небывалый случай, когда Blackview вообще в топе, но дело в том, что здесь вы не увидите Мегу 1, Мегу 2, даже Мега 8, который является большим, они его позиционировали как нечто интересное. Это все были, Мега 1 еще был классный, кстати, более-менее такой, но Мега 3 вышел действительно фантастическим, потому что за $377, а на текущий момент цена еще ниже, если вы пойдете в описание под видео по ссылке, вы увидите цену реальную на текущий момент, то вы поймете, что за 12,1 дюймов, 2,5К экран с 90 Гц, 12 на 256, 8800 мАh батарея и плюс еще 33 Ватта быстрая зарядка, то найти достаточно тяжело. Есть он в двух цветах, серенький и голубенький. Голубенький нас не интересует, кстати, можно купить. Слушайте, а есть же еще дополнительно клавиатура, ручка, ну там не ручка, там, короче, такая тапалка, а еще и, короче, пленочка, все это есть, и плюс еще можно добавить, как их там, наушнички, то есть вот такой вот комплект с клавой, с мышкой идет у нас, извините меня, за $386, еще и с микрофоном, с этими, с наушничками, а за 377 дешевле, ребят, простите, дешевле. На текущий момент на распродажку дешевле, в описании под видео ссылка. А теперь давайте посмотрим на основные хайлайты, которые заявляют. Здесь у нас MediaTek Helio G100. Неплохой процессор для бюджетных планшетов. Сертифицированный экран, то есть не устают глаза. Они даже тут попытались сделать нормальную камеру более-менее на Sony IMX362. И тут у нас, в принципе, до 24 гигабайт еще можно дополнительной памяти расширить за счет хранилища. А самое интересное, не в этот бюджетный планшет 12-дюймовый засунули UFS 3.1, не MMC. Вот как-то так получилось. И экран достаточно яркий, да еще и со всеми поддержкой GPS, Байду, GLONASS, там и всех остальных моментов, но все это момент такой интересный. Пока вы его не поддержите в руках, и действительно за такой комплект это очень вменяемые деньги. Это один из тех планшетов самого именно не брендового Китая, ну хотя это брендовый Китай, имеется в виду не А-бренда. Мне нравится. Вот серьезно, вот он зашел. Зашел, кстати, с двумя симками. Вот тут вот маленькое вам небольшое дополнение, он же у нас с симочками, да, идет. Вот это вот уже интересно. Хорошо, ребят, пятое место, можете посмотреть мой обзорчик, я обзорчик делал, ну подождите, про симки тут прям вообще интересно, я уже не помню. Да, прикиньте, тут две симки, елки-палки. Вот это интересно, за $377. Хорошо, четвертое место. На четвертом месте у нас два планшета, это Redmi Pad 2 и Redmi Pad 2 Pro. Вот знаете, чем мне нравится Redmi Pad, потому что именно второй, я делал на него обзорчик. Redmi Pad 2 на том же Helio G600, на Helio G100, 11-дюймовый, с 9000 мАh батарейка, кстати, будет держать достаточно неплохо, потому что на такой экран, такая батарея. Он 8 на 256 стоит всего лишь $180, и это глобалка. Тут просто дальше там будут некоторые нюансы, про которые мы обычно там говорим, да, но это глобалка. Здесь не просто G100, здесь G100 Ultra. 4 динамика, кстати, у Blackview, тут у всех, кстати, звук неплохой. Разрешение экрана 2560 на 1600. Чистый 10-бит экран. Вот это уже интересно. Тоже 90 герцовый, с защитой для глаз. Батарейка действительно отличная. Так, с поддержкой декодирования Dolby Atmos и, конечно же, он металлический, на Xiaomi HyperOS 2. Я сделал подробнейший обзор именно вот этого планшета. Если не хватает денег, можете 4 на 128 взять вообще за $150, и то, опять же, будет дешевле. Напоминаю про промокоды и с цену на распродажу, потому что это не распродажная цена. Очень неплох планшет, можно, в принципе, поиграть. 18-ваттная быстрая зарядочка, экранчик радует, звучок тоже. Не самый игровой, я не скажу, что там 3A
игры будут на нем как-то супер залетать. Но стандартные какие-то там танки, PUBG и все остальное будет очень даже неплохо работать, подходит для просмотра фильмов, потому что нормально на нем поднялся у меня Netflix, ютубчик посмотреть в хорошем качестве, очень даже неплохо. Но советую 8 на 256 брать, не пожалеть там эти $30. А вот с ним на одном месте вот такой вот Redmi 2 Pro, Redmi Pad 2 Pro. Тут уже вопрос такой вот, смотрите, 12 тысяч мАh батарея, он 12-дюймовый, 12,1 дюйма, это немаловажный аспект, да, он стоит дороже, чем Blackview, но все-таки это Xiaomi, он поддерживается, Blackview очень редко обновляет прошивки, если вообще обновляет. 33 ватта быстрая зарядка, и это уже Snapdragon 7S Gen 4, на секундочку, здесь уже такой нормальный ЕМАС можно запилить. Я вам серьезно говорю, смотрите, 2560 на 1600, 16 на 10 экранчик, 4-нанометровый проц, советую сразу 8 на 256 брать, можете 6 на 128 за 387, но извините меня, экономия не та. И опять же, актуальную цену в описании под видео. Bluetooth 5.4, HyperOS 2, 4 динамика, с Dolby Atmos, еще и сертификацией Hi-Res Audio. И, слушайте, ну как вообще так получается? Как вообще так получается, что такие деньги сейчас делают такие планшеты? Я в тихом шоке. Так, что из хайлайтов? Кстати, все ж обзоры вы поняли где. Защита, TÜV сертификация для глаз, нанотекстуринг, 4 динамика, но батареи там просто трэш. 16 часов чтения, 14 часов видео, 105 часов музыки, 83 дня в стендбай. Классно. Еще есть обратная зарядка, кстати, 27-ваттная, на секундочку. И от него, как от пауэрбанка, можно заряжаться. Игры практически любые идут. Я на нем играл и в Genshin Impact мы пробовали, не на максимальных, играли на высоких настройках Shadowguns Legends. Для тех, кто не знает, Shadowguns, там, если ставишь максимальный, там просто закипает. Поэтому можно, в принципе, поиграть очень неплохо. Можно купить для него дополнительные аксессуары, он поддерживает точно тоже там вот эти вот всякие Xiaomi-шные ручки с 4096 уровней степени нажатия. Неплох планшет. А на третьем месте у нас вот такой вот Poco Pad. Я вам объясню, я его не могу поставить, допустим, в одну цену, вернее в одну сторону с Redmi Pad 2 Pro, потому что да, у него тоже 12,1 экранчик, 120 Гц дисплей, он поинтереснее по частоте, то есть, кстати, здесь везде у нас дисплеи просто сумасшедшие по герцовке, но здесь интересно тем, что цена 248, если вам не нужна там ультропроизводительность Gen 4, здесь Snapdragon 7S Gen 2, тоже можно поиграть и очень неплохо, 10 тысяч мАh батарейки, чуть-чуть меньше, ну и цена, вот просто конкретно ниже цена, очень конкретно, прям очень сильно конкретно. Если посмотреть, да, у нас тут есть Touch Sample Rate 240 Гц для игр, хорошо, это мгновенный отклик практически, 2.5К LCD дисплей, 8 на 256, опять же быстрая зарядочка 33 ватта, и тут очень все даже неплохо. Смотреть можно Netflix, тот же самый HyperOS, 600 нит яркость и сертификатом Dolby Vision, при этом, по-моему, даже 10-битный, да, чисто 10 бит, насколько мне не изменяет память. И опять же 120 Гц, ну очень неплохо, 4-нанометровый процессор, я вам скажу, да, это не самый топ, 620 тысяч в Antutu, но мы не позиционируем его как мега-игровой планшет, это больше для такого среднеуровневого развлечения, для прослушивания музыки, фильмов, кино, и да, вот эта фишка у Xiaomi планшетов, когда у меня Xiaomi смартфон был, и был Xiaomi Pad 7, то они прям там отображаются прям на экране, взаимодействие прям топовое. Ну и, конечно же, со всеми вот этими фишками нажатий, там, если вы достали на него ручку, да, там купили Xiaomi-шную, это все тоже поддерживается. То есть это не супер игровой планшет, но вы должны понимать, что это низкоуровневый, низкобюджетный планшет в такой диагонали. И прям он обгоняет намного, допустим, тот же самый Blackview, Mega 3, и я лучше, конечно, возьму вот это. На втором месте у нас китайские версии планшетов, в которые можно добавить русский язык, украинский язык, какой хотите язык, удалить китайские приложения, можно спокойно, без перепрошивки ставить Google Play. Хотя можно и запилить, допустим, глобальные прошивки. Теперь вдумайтесь.
что за 8 на 128, либо 8 на 256 вы заплатите просто смешные деньги. То есть это планшет, который можно взять в районе $100. То есть на текущий момент сейчас 117, а сейчас распродажа он еще и $100, если не дешевле с промокодом взять можно. Вдумайтесь, я делал на него обзор. Это не для топ-гейминга. Это МТК Dimensity 6300, 2,5К экран, 11-дюймовый, 7000 мАh батарея, смотрите, по основным хайлайтам. Но при этом экран у нас 90 Гц. Есть разные типы памяти, 8 на 256, 8 на 128, 6 на 128. У нас есть сертификация Dolby Atmos, поддержка GPI, GPS, Baidu, GLONASS и всех остальных вещей. При этом, смотрите, дальше. Вот как они пишут, Cinema Great High Brightness Screen. То есть он действительно яркий, на нем кино смотреть одно удовольствие. При том, что у Lenovo традиционно есть вот эти все фишки, там режим компьютера и всякие такие приколы, и они действительно нормально работают. При том, что в отличие, допустим, от Xiaomi, у которого как такового прямого режима компьютера нет, там просто делается мультиоконность, да, и ты можешь работать, у тебя будет много окошек, они изначально объединили как-то такой миксованный режим, то здесь есть отдельный режим ПК, где Android приложения работают как в многооконности, да, ты там можешь печатать и все остальное. И это прям вот соотношение цены и качества, 25 год, не самый мощный, но один из самых дешевых, бюджетных и самых классных. При том, что на том же втором месте есть старший брат этого планшета, Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12,7 дюймов, кстати, один из самых больших в своем классе, на Dimensity 8300 со 144 герцовым экраном. Смотрите, 12 на 256, он тоже китайский, но языки меняются, все на 4 PDA есть в форуме, вся информация. И тут знаете, в чем фишка? 10200 мАh батарея. Тут если брать, допустим, смотрите, тот же самый Blackview Mega 12,1 экран, да, и 90 герцовый экран, то тут 144 Гц, проц поинтереснее, Dimensity и цена пониже. Ну, прикиньте, да? То есть давайте, и он сейчас основные хайлайты, вы сейчас офигеете. 2,9К экран. Он на UFS 4, но правда только для 256 гигабайт моделей, потому что на вот этих вот младших там третий UFS, но не MMC, давайте так. То есть это действительно прикольно. С поддержкой Baidu, GLONASS, GPS, с распознаванием глаз, с сертификацией TÜV. И знаете, что тут самое прикольное? Кроме Dolby сертификации, у него есть 4 динамика от JBL. То есть тут звук от JBL и смотреть фильмы, а вот, кстати, вот они пишут, JBL Custom for Speaker, 4 кастомных JBL динамика, 1 миллиард цветов, то есть 10-битный конкретно экранчик, у нас металлический вот этот вот металлический корпус, 45 ватт зарядка, быстрая, 80% за 1 час набирает, это 10 тысяч мАh на секундочку. Ну и, конечно же, если у вас есть Lenovo, ну тут уже мы не будем сопряжение с Lenovo смартфонами, как Device Hub, не-не-не, в китайских версиях это не то, это не так нас интересует. Но к нему можно подсоединить магнитную клавиатуру, которая леновская, и даже использовать тачпен, не тачпен, а вот именно конкретно стилус со степенями нажатия. Он отлично работает. Вот смотрите, 144 Гц экран. Вообще для мультимедиа шикарно. Поиграть можно? Да можно, играйте. Да, китайские приложения есть, да, там их нужно удалять. Может ставиться через, скажем так, ногу задерищенко русский язык там или украинский язык. Но цена за 327, и то даже дешевле в текущую распродажу. Такие вещи покупаются просто-напросто один раз надолго, и это одни из тех планшетов, которые действительно можно рекомендовать. Неплохо, очень неплохо. Но на первом месте у меня два планшета, моих любимых два планшета, объясню. Xiaomi Pad 7, 11 дюймов, это тот, на который конкретно я делал обзор. У меня конкретно он был, я с ним проходил где-то месяцев 7 с этим планшетом, и он мне конкретно понравился. Есть 12 на 256, есть 8 на 256, у меня был 12 на 256. И цена-то сейчас, я вам скажу, очень нормальная. А теперь давайте, что мы получаем за эту цену? Snapdragon 7 Gen 3, это в случае простой версии, с шикарнючим экраном. Один из самых лучших экранов в своем классе. Смотрите, сейчас я вам покажу. Кстати, у него даже камеры нормальные. Процессор, ну процессор это понятно, тут UFS 4, память LPDDR5. По камерам 13 на 8 мегапикселей. Тут действительно более-менее нормальная камера, где-то на уровне бюджетных смартфонов. Потому что обычно планшеты снимают ну просто ложово, да. Батареечка с поддержкой Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0, Quick Charge 2, Quick Charge 3, 45 Вт. Wi-Fi 6, притом классный. Bluetooth 5.4. У него есть протокол LHDC для подключения наушников с классным качеством. При этом есть Wi-Fi 6E, 6 ГГц.
тоже не все. 3,2К, 144 экран, 800 нит яркости. Для планшета, у которого вы держите вот так вот, это очень много. Это очень много. При этом у него есть сертификация Vivid HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, батарейка 8850 мАh и экран с разрешением 3200 на 2136. Я же говорю, в своем классе это один из лучших экранов, 12 бит цветность, с поддержкой DCI-P3 полного покрытия цветового пространства DCI-P3, вот так вот правильнее будет сказать. Просто невероятная штука. 4 динамика, HyperOS, да, Gen 4 интереснее Snapdragon 7 Gen 4. Но теперь давайте так. Этот планшет, смотрите мой обзор, он действительно крут. Но есть же еще и прошка. Допустим, прошку в базе можно взять даже дешевле, чем это с нашим промокодом. И здесь у нас Dolby Atmos Hi-Res Audio. Давайте вот сейчас я вам хайлайты открою, будет понятнее. Snapdragon 8 Gen 3. Дальше 11,2 экран, тот же самый, 144 Гц, 3200 на 2136, 345 ppi для большого экрана, это очень хорошо. 50 мегапикселей на 32 камеры, тут камеры очень неплохо, и поддерживает еще быстрее зарядку 67 Вт. Вот так вот, вот так вот, и здесь все, вот знаете, это вот X2, вот так вот, Xiaomi Pad 7 X2, вот так вот. Crystal Display, опять же адаптивный HDR, 12-битный экран. Это один из топов, которые можно сейчас брать в Китае за не все деньги мира. Просто когда там говорят, вот там Samsung, вы цены на Samsung видели? Вы цены на Samsung видели? Там же просто срака. А здесь вменяемые планшеты за вменяемые деньги. Смотрим наши обзоры. А с вами был Bubble. Ссылки все в описании под видео. Не забываем про наши розыгрыши. Пока.